Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем вот такой замечательный прозрачный корсет с кружевом и глубоким вырезом. Шить я буду по выкройке от нашей школы шитья корсет с глубоким вырезом. Описание есть на русском и английском языках. Распечатываем на бумаге формата А4, проверяем контрольный квадрат, он должен быть ровно 5 на 5 сантиметров. Склеиваем детали выкройки. Продлеваем линию середины переда вверх на центральной детали. Вырезаем нужный размер, срезая припуск по центру переда. Также вырезаем остальные детали выкройки. Итак, перед нами все детали выкройки. Убираем деталь из сетки. Она нам не нужна сейчас. Мы сделаем с вами новую. Помним, что выкройка у меня с припусками. Отмечаем припуск по центру спинки и по верхнему срезу. Переносим метку глубины выреза. Обозначим вверху припуск 1 см. Я хочу немного углубить и закруглить центр выреза. Опускаюсь вниз на 3,5 см и провожу новую линию. И к этой новой точке проведу плавную линию. Вот новая вставка из сетки. Также внизу по спинке и переду немного уберу длины. На деталях центра переда я убираю 3,5 см. На второй детали здесь 3,5, здесь 1 см. Проводим плавную линию. По центру спинки здесь 2,5 см, здесь 1 см. Соединяем. На отрезном бачке по уголкам убираем по 1 сантиметру, а к центру по низу закругляем. Вот такие изменения я сделала в выкройке. Делаем новую вставку из сетки. К проведенной линии прикладываем центральную деталь переда. Переносим линию низа, метку начала выреза и линию верхнего среза. От линии внизу откладываем 2 ширины бейки, которой мы будем обрабатывать срез. У меня ширина бейки 8 мм, поэтому 8 плюс 8 равно 16. Добавляем 16 мм по всему срезу вставки. Складываем по линии середины переда, вырезаем и получаем готовую деталь вставки из сетки. По изменениям детали спинки смотрите мой предыдущий мастер-класс «Планки для шнуровки корсета». Также немного поднимем вверх детали бачка. Для этого я делаю 3 надреза и раздвигаю детали внизу по 1 сантиметру. Наша новая выкройка готова к работе. Шить я буду из нестрейчевой корсетной сетки, тонкого кружева и тонкого трикотажного полотна. Также мне понадобится немного нестрейчевого дублерина. На сложенную вдвое сетку раскладываем выкройку корсета, соблюдая направление долевой. Для центральной вставки сетка сложена вдвое по верхнему срезу. Детали из сетки выкроены. Складываем кружевное полотно вдвое, выкраиваем с небольшим запасом.
Детали кружева совмещаем с деталями сетки и сметываем по краям. Срезаем лишнее кружево. На вставке закрепляем 2 слоя сетки иголками. Детали корсета сметываем швами на лицевую сторону. Шьем припуск 1 сантиметр. Сшиваем слои вставки, припуск 5 мм. Все припуски основы корсета настрачиваем в сторону центра переда. Я шью по изнанке, расстояние 3 мм от шва. Приметываем вставку, совместив контрольные метки. Шьем припуск 8 мм. Также приметываем вторую часть, совместив метки. Пришиваем припуск 8 мм. Вот, все припуски смотрят на лицевую сторону. Немного подрезаем припуски шва. Старайтесь оставлять как можно больше припуски, это укрепляет швы. Отутюживаем швы. Область чашки на круглой колодке. Для кулисок нарезаю из трикотажа полоски шириной 3 см. Растяжение поперек полос. Готово. Складываем отрезки лицом внутрь и фиксируем иголками, чтобы во время шитья не перекручивались. Вот такой ригелин шириной 8 мм я буду вставлять в кулиски. Сшиваем кулиску на ширину ригелина 8 мм. Подрезаем припуск. Выворачиваем на лицевую сторону. Кончик ригелина скругляем и немного оплавляем, чтобы он не цеплял ткань внутри кулисок. Продеваем косточку в кулиску. Выравниваем шов.
отутюживаем по изнанке. Для удобства я беру лапку с ограничителем. Накладываю косточку на шов и пришиваю по краю. Помним, что здесь у нас пришивается бочок, и кость не должна попасть в припуск. Подтягиваю ткань вверх по косточке, срезаю косточку, возвращаю кулиску вниз, пришиваю. Пришиваем второй край. Вот здесь на расстоянии припуска косточки нет. Также пришиваем следующую косточку. Срезаем кость, возвращаем кулиску, пришиваем. Здесь повторяем действие. Пришивая косточку к рельефу переда, в районе чашки хорошо расправляйте и немного натягивайте ткань под косточкой. Вот так это выглядит. На детали отрезных бочков наносим линию расположения косточки. У меня эта линия расположена на 7 мм ниже уголков. Прокладываю наметочную строчку по этой линии. Закрепляю косточку на лицевой стороне и пришиваю. Вот такой получается результат. На этом этапе также можно пришить одну или несколько вертикальных косточек. По краю выемки для бочка прокладываем строчку на расстоянии 7 мм. Совмещаем контрольные метки бочка и корсета и сметываем припусками на лицевую сторону. Пришиваем припуск 1 см. Припуски аккуратно надсекаем. Пристрачиваем припуск в сторону бочка. Подрезаем припуски. Накладываем косточку на шов и пришиваем. Вот так сейчас это выглядит. По верхнему срезу прокладываем строчку в 7 мм от края. Подравниваем верхний срез. Беру готовую фабричную косую бейку, ширина 8 мм в готовом виде, и приметываю ее с изнанки так, чтобы срез корсета попал в сгиб бейки. Пришиваю по краю бейки.
складываю бейку и приметываю с лицевой стороны. Шью по краю бейки. Бейку отгибаем в сторону сетки и пришиваем по краю. Делаем закрепку у верхнего среза сетки. Вторую половину выреза обрабатываем также. Отворачиваем бейку в сторону сетки и пришиваем. Вот так выглядит сейчас вырез. Внизу бейки сошлись в стык. Беру пластиковую косточку, отрезаем косточки длиной, начиная от сетки и не доходя до низа на 1 сантиметр. Оплавляю кончики костей и вставляю в кулиски из бейки. Косточку ригелин шириной 8 мм немного скругляем с помощью утюга. Все концы косточек закрываем малярным бумажным скотчем. Прикладываем косточку к нижнему срезу корсета и шьем по внутреннему краю ригелина. Вы можете также взять косточку шириной 6 мм. Отрезаем косточку примерно по центру второй детали. Пришиваем второй край косточки. Зеркально пришиваем ригелин ко второй половине корсета. Берем небольшую подготовленную закругленную косточку. Прикладываем поверх ригелина, делаем нахлест около 1 сантиметра и пришиваем. Здесь отрезаем с запасом 1 сантиметр, накладываем сверху ригелина и пришиваем. Подравниваем нижний срез. С изнанки накладываем косую бейку, закрывая строчки, шьем по краю бейки. Огибаем бейкой ригелин. Шьем по краю бейки. Вот так выглядит нижний срез.
И вот такой замечательный корсетик у меня получился. Выкройку корсета, которую я сегодня моделировала, можно найти по ссылке под этим видео. Друзья, я искренне надеюсь, что этот мастер-класс был вам полезен. Оставьте свою реакцию под этим видео, напишите комментарий, подписывайтесь на канал. Я вам желаю легкого кроя и шитья. С вами была Юлия Чумакова.